Какой же главный аргумент людей с андроидом против тех, у кого iPhone? У нас можно устанавливать любые приложения без ограничений. Резонно. Там еще много разных аргументов по поводу того, какие крутые камеры у Vivo, и там экраны лучше, все круто, классно. Мы концентрируемся на установки приложений. Богдан. Мало кто знает, но на iPhone тоже можно без ограничений ставить любые приложения. Причем вам не надо сильных манипуляций делать с телефоном ради этого. Вам нужно просто сделать пару кликов на компьютере. У меня, например, с 22 года стоит специальное приложение YouTube, YouTube+. С 22 года за YouTube премиум платить нельзя. И рекламы в России в YouTube нету. Но и фишек премиума тоже нету. Для меня очень важна фишка, чтобы я мог смотреть видосы в фоне, чтобы я их мог слушать либо как подкасты, либо открывать в режиме окна в окне. И этих фишек нету. И на самом деле-то их можно сделать и без отдельного приложения. То есть вы можете просто открыть YouTube в браузере и совершить следующее действие. Вы открыли YouTube в браузере, запустили видео, раскрыли его на полный экран, и дальше его сворачиваете и одновременно блокируете телефон. Все, у вас YouTube играет в фоне. Такой лайфхак. Он работает уже 2 года, его никто не фиксит, и думаю, никто не будет фиксить. А мы возвращаемся к тому, как устанавливать любые приложения на iPhone. Итак, значит, что мы делаем? Заходим в Google и вбиваем сайт Store. Так, мы попадаем на главную страницу и жмем Get Started. Здесь у вас уже есть инструкция в текстовом виде, как все это делается, но я думаю, будет проще, если я вам, просто покажу. Нам нужно подготовить наше устройство. Нам нужно зайти в App Store и здесь найти приложение, которое называется Local Dev и 3 запретные буквы. Пока оно устанавливается, делаем все дальше. Во вкладке macOS на этом сайте у нас есть гиперссылка. Нажимаем на эту гиперссылку, и у нас скачивается приложение. Мы это приложение открываем и устанавливаем. Мы берем наше устройство и подключаем к компьютеру. Вполне вероятно, у вас вылезет плашка, что вам нужно ввести пароль, чтобы довериться устройству. Просто введите свой пароль и все. Мы заходим в список наших приложений и находим iLoader. Открываем его. Мы выбираем устройство, на которое мы хотим установить сайт Store. В нашем случае это мой iPad. Дальше мы вводим наш Apple ID, который введен именно в App Store. Все. Дальше здесь нам нужно будет нажать Site Store Stable. Все, у нас пошла установка приложения Site Store на наше устройство. Я не успел показать, как это происходит. У вас появится следующее окошко. То есть у вас должно стоять 3 галочки. Переходим в наше устройство. При нажатии на Site Store мы запустить приложение не сможем. Нам нужно довериться ему. Для этого мы заходим в настройки. Заходим в настройку во вкладку «Основные» и во вкладку VPN. Здесь будет наш профиль разработчика с имейлом, который мы вбили при регистрации в приложении. Мы нажимаем на него и жмем «Довериться». Все, мы, грубо говоря, доверились сами себе. А следующее, что нам нужно сделать, это зайти во вкладку безопасности, пролистать в самый низ, и здесь будет кнопка режим разработчика. Вам нужно ее будет включить. У меня она уже включена. Там у вас попросят просто пароль от самого планшета и перезагрузить устройство. Мы переходим в приложение Local Dev VPN, которое мы установили до этого. Все это пропускаем, да, и жмем Connect. Он вас попросит создать профиль VPN. Сразу скажу, он не меняет вашу локацию, он не дает доступ к запрещенным ресурсам, не тот VPN, о котором вы думаете. Дальше мы идем в сайт Store и переходим во вкладку «Настройки». Здесь вам в очередной раз нужно будет войти в свою учетную запись. Ту же самую, которую вы указали в приложении iLoader. Все, в аккаунт мы вошли, и дальше можем переходить во вкладку «Мои приложения». Теперь вы можете скачивать приложение, которое вы хотите установить. В моем случае это будет YouTube. Смотрите сразу. Если у вас на устройстве, например, уже есть YouTube, и вы хотите поставить взломанный YouTube, например, то старый YouTube нужно обязательно удалить. И с включенным Local Dev VPN мы нажимаем плюсик. У вас откроется приложение файла, где вы должны будете найти скачанный вами IPA файл. Мой YouTube. Вот он. После нажатия на IPA файл у вас пойдет установка приложения. То есть у вас сверху идет полосочка загрузки. И в этот момент, пожалуйста, не закрывайте приложение Site Store, потому что это может вызвать проблем. Сейчас чуть позже скажу, с чем они связаны. То есть у вас самое банальное объяснение, у вас просто не установится приложение. Но вы можете подумать, что я просто открою приложение Site Store заново и заново запущу установку приложения. Но нет, здесь есть одна проблема, в связи с которой лучше приложение не закрывать.
И смотрите сразу, приложение может устанавливаться долго. Это еще зависит от серверов Apple, это зависит от мощности вашего устройства, от скорости вашего интернета. Короче, может устанавливаться примерно даже до 2-3 минут. Посреди установки не факт, что у вас такой вылезет, но вот у YouTube такое окошко влезает. Приложение спрашивает у вас, нужно ли подписывать дополнения, которые идут вместе с этим приложением. Вот у нас, допустим, есть приложение YouTube, и у него есть система нотификации пользователя и система, допустим, виджетов. Это все идет как отдельные мини-приложения, именно вот внутри. По факту, если вам это не надо, спокойно жмите Remove App Extension. Просто в чем дело? Каждое такое дополнение будет занимать дополнительный слот для установки, а их тут на самом деле ограничено. Но об этом я тоже чуть позже расскажу. Ну, давайте для демонстрации установлю все дополнения, которые нужно. Для этого нам нужно нажать «Сохранить App Extensions», использовать свой основной профиль. И установка спокойно продолжается. Вот, у меня, например, установка идет уже сколько? Уже 2 минуты прошло, но это нормально. На моем 16-м, наверное, устанавливается за полминуты, за минуту. На этом iPad вот устанавливается, наверное, уже сколько? Минут 5. И можете пока позаниматься там своими делами какими-нибудь. О, например, видали, какая у меня машина есть? О, установилась. Ну как, вот, как я говорил, спустя 5 минут вот у нас появилась... Да, сейчас я запись экрана включу. Перед вами будет вот такая картина. То во вкладке ваших приложений у вас будет установлен сайт Store и YouTube. Выходим на рабочий стол и тестируем, работает YouTube или нет. Да, все открывается. И дело в том, что у вас даже подгрузится ваш же аккаунт автоматически, если у вас до этого был какой-нибудь стандартный YouTube. Ну и, собственно, главная фишка, для которой я использую сторонний YouTube, это заходим в видос и выходим. Все, вот у нас видео работает в режиме окна в окне. Или мы можем даже сделать вот так. Все. Что сложно что-то оплачивать за рубежом. Все работает. Время перебирал всякие варианты. Переходим на обратно. Вот все возвращается в приложение. Такие дела. А теперь самый главный момент. Самый главный момент. Давайте включим обратно наш LocalDev VPN. Самый главный момент. Почему на приложениях написано, что они истекут через 7 дней? По факту это правда. Но если вы в течение этих 7 дней зайдете просто в это приложение и сделаете вот так, просто нажмете на обновление, они спокойненько обновятся, и все, у вас как бы лимит будет обновлен. То есть по факту главная условность такого способа, эти приложения вам нужно раз в 7 дней обязательно обновлять. Что случится, если вы вдруг не обновите? Мы возвращаемся на свой ПК, входим в приложение iLoader и заново нажимаем Site Store Stable. Заново проворачиваем все эти манипуляции, которые я показывал до этого. То есть если вы успели раз в 7 дней все обновить, то все, у вас все прекрасно, все стабильно, ничего у вас никуда не денется. Но если забыли, то просто проворачивайте все эти действия заново, и все будет работать точно так же. Короче, просто не забывайте. Тем более сайт Store вам все предложит сам. Там у вас уведомление появится, что, мол, обновите, пожалуйста, у вас скоро, потому что приложения истекут. Вот, вы заходите, обновляете и делайте дальше свои дела. Если вы вдруг хотите безлимитные приложения, которые не надо обновлять каждую неделю, то, скажем так, способ не из дешевых. Вам нужен официальный аккаунт разработчика Apple, который стоит где-то 9000 рублей, если цена не подорожала. И это нужно платить раз в год. Вот. Да, цена не дешевая, но зато вы без ограничений сможете ставить любые ИПА-приложения. Да, все не так просто, как на Android, конечно, но я считаю, что это вообще не сложно. Таким способом вы можете себе и банки, например, установить, если не хотите идти в отделение, если не знаете других способов, как это сделать, например, через iMazing, да? Вот такой вот ролик. Вот, пробуйте устанавливать приложение, пишите, какие у вас получилось установить, пишите, какие не получилось, потому что такие тоже бывают. Пишите в Telegram, у меня там в Telegram есть чат, мы там с ребятами решаем проблемы, которые были связаны там с прошлыми видосами, может быть и с этими тоже порешаем. Вот, пишите, подписывайтесь, вот, пишите там, поможем, чем сможем. Вот. Поэтому ссылки на